четвертый денечек у меня получается нормально говорить. Я одет в такие сексуальные чулочки. Да, такие носки у нас красивые. Носки красивые. Расскажу вам по порядочку, что произошло. Мою куколку Миша уже переводит из реанимации. Мы уже переезжаем в терапевтическое отделение. Да, малыш? Завозим Михаила в его новые покои. Я сейчас нахожусь в клинике. Меня перевели уже в обычную палату с реанимацией. Сейчас я под кислородом. Насыщает мою кровь кислородом. Наверное, это не по порядку. По порядку это мне делали пересадку волос. Можете не переживать. Скоро буду для себя отдельный Dyson покупать, чтобы не брать у Леры делать прически. Вот такой у нас отек. Вы видите, да, это он Да. не разжирнел. Я не разжирнел, такую харю не отъел. Это идет отек по лицу. Но опять, давайте по порядку. Мне делали пересадку волос. Шла процедура на протяжении 6 часов. И к концу процедуры я уже себя начал ощущать тяжковато. Сначала был как огурчик, меня все запугивали, насколько тяжело вообще пересадка волос, насколько это больно. Увы, из-за того, что мне есть с чем сравнить, что такое боль, потому что у меня и нож в животе был, и, больше 20 переломов, 3 тяжелых сотрясения мозга. То есть у меня понятие боли знакомо. Поэтому для меня анестезия, это все было не больно. Неприятно, но не прям, что больно. При том, что в соседней палате там лежал мужчина, плакал, кричал. То есть мне процесс был терпимый. Неприятный, но терпимый. Не к концу, а последние 1,5-2 часика у меня уже не так сильно брала анестезия. И я прям ощущал боль, ощущал, как пересадку делают, во время анестезии. Это уже было прям крепко болезненно, что мне уже хотелось прям финишировать. И начало подниматься давление. После чего мне начало становиться не очень хорошо, и начали подбегать врачи. Просто давление поднялось. Ну, уже нормально. А? Привет. Все хорошо. Да давление поднялось у него. Хорошо. Ну так это ненормально. что Это ли? ненормально, Ой. естественно. Ему дали от давления. Понижающий. Просто врачи с таким справляются. Конечно, ну Да, типа, не знаю, что Ну делать. так его трясет. Его уже не трясет. у меня тоже трясет. Его уже не трясет. Уже не трясет. И всё. Меня тоже трясет. У меня трясет, потому что я голодный. И, скорее всего, он тоже голодный. Ну так почему хочешь покушать? Ему надо Ему дали шоколадки 2 штучки. еще. Ой, да, прикольно. Он не хочет. Его шоколадку вторую заставили скушать. А сейчас мы ему дадим покушать. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Вам дать салфеточку? Все добренько. Не плачь. Сейчас поміряємо температуру, він цукерочку з'їсть, все буде добре. А он кушает? Да, він цукерку їсть. Давай, не ревіть. Не, ну я же вижу по ногам, ему не очень. Я ничего, носы себе, Как вы себя чувствуете? По ощущениям внутренним. но очень голова болит Що, и трясет. РСВР в эти 3. Анализы, колоть магнезию, чтобы успокоить давление, ножку, всякие препараты, обезболивающие. И обратили внимание, это еще нам очень повезло, что пересадка проходит в такой огромной клинике, потому что просто вообще пересадки волос считается операцией такой повседневной. Косметическая. Да, косметической. Это не серьезно. Сложно. Их проводят не в клиниках. В Турции, допустим, то есть Турция это такой основной мейнстрим, куда все летят делать процедуры, там это делается просто в таких офисах. Это даже вообще к клиникам никакого отношения не имеет. Мне повезло, что это целый этаж в большущей клинике, где делали, и поприбегали врачи из других сфер деятельности. И обратили внимание на мою сатурацию, это количество кислорода в крови, что она очень низкая, 83. Когда у меня была корона и пневмония легкого, сатурация должна быть 99-100%. Это так на пальчик одевается прибор и меряется. Когда у меня была пневмония легкого и корона, у меня она опускалась до 95-94. А тут они видят, что у меня сатурация 83. Это очень низко. критичный, Да, очень очень критичный показатель. А он ходит? Нет, Нет. ну что, он лежит с трубками в носу даже. Угу. У него все было нормально, потом ему резко стало плохо. Что говорит доктор? Давай, положи. Ну, нужно подождать. Говорит, такое бывает или нет? Да, говорит, такое они все так говорят. А, ну, хоть что-то. Если бывает, уже хорошо. Он говорит, что он говорит, боль бы сейчас будет, нашел, проверял бы все что угодно, а ничего не может. И давление, ему не свойственно вообще давление повышенное. И температура поднялась. Вот не снимай пока. Блин, ну скажи, что ему реально уже лучше. Его лучше. Ему точно лучше?
Ну, это просто какая-то жесть. Типа, это нахер. Группа поддержки Я еще с ним- одна пришла. С ним все отлично, я уверен. Я чувствую. У меня намного ближе с ним эмоциональная связь, чем у Леры с ним, поэтому я почувствовал, что было что-то плохо. Ты шо? Поверь. Нет, не... Она не знает, что такое bro Я connection. считаю, что оно того не стоит, все это красота. А прикинь, Миша пересадит волосы, он нарастит копну, бросит Леру, потому что он стал такой красивый. Еще надо шутить. И понесли, видели, шнуры понесли. Это ему сейчас буду делать какую-то капельницу еще. Откачивать, да? Ты смотри, она вся сидит. А какие шнуры просто? Нет, это набор для капельницы его понесли. Что он попросил его придушить просто шнуром. Не смешно. Да ну не, я пытаюсь, все хорошо, чего ты просто накручиваешь себя. Я не Думай о накручиваю. позитиве. Чего думай о позитиве, а о негативе? Потому Ты что так не должно быть, не должно трусить. Нет, слушай, это операция, по-любому там, но все равно главное, что они знают, что с этим делать. Вот это самое главное. И на меня одевают кислород, и должна сразу ситуация измениться. Когда на тебя одели кислородную маску, кислород поступает То есть это не так, как вот сейчас у него в Да. трубочках, это, маска. полноценная маска, которая качает твои легкие. Даже То есть таки- сейчас он да- дышит даже сам. даже такая трубочка, даже такая трубочка, ну, короче, неважно. А сатурация у меня все равно не менялась. И это очень напугало врачей, говорят, что так не должно быть, нам нужно срочно делать КТ. КТ это такой большой лежачий рентген, в который ты заезжаешь, в кровь пускается краситель какой-то, я не знаю, что за вещество, контраст, чтобы потом на рентгене увидеть, то есть он по всем венкам бежит этот контраст. И мне нужно только операцию закончили на голове, меня привезли на каталках с баллоном, привезли в этот КТ. Я такой ложиться, а мне ж нельзя ложиться, касаться головой, потому что я ж только себе красоту на голове сделал. Да, только у него забрали оттуда 4000, уже вот тут зажило, это 4-й денечек, но с затылка берутся волосы. Затылка сделали 4600 дырочек, и вот их сюда пересадили 4600. 3,5 впереди и 1100 по центру и сзади. И мне нельзя ложиться, это как бы живая ранка, и чтобы она приживалась, нельзя вообще касаться. А мне говорят, ложись. Я говорю, да вы что, мне ж нельзя? Они говорят, слушай, мы сейчас вопрос жизни и смерти, а не твоей красоты на голове. Я такой, блин, капец, минуту назад только закончили делать. Я ложусь на КТ, делают рентген и сообщают, что у меня небольшой тромбик. Это что у него образовался тромб, оторвался и прилетел в легкое, и перекрыл его потоки воздуха. Из-за этого он не может полноценно дышать сам, потому что перекрыто в легком Хотя потоке. на самом деле ощущал я себя еще вполне нормально. Это не то, что я прям задыхался. Я себя чувствовал, у меня голова очень болела, давление было, но дышать и дышал я нормально. Сейчас мне вводят препарат, который будет стараться делать так, чтобы не образовались новые тромбы. А уже завтра будем что-то пытаться сделать с вот этим маленьким. Чуть-чуть переживательно. Вот такая вот семья. Вместе мы сила, все, у нас будет хорошо. Ну, на самом деле, очень серьезная. То есть Очень. тромбик мог оторваться, попасть в сердце, в голову, куда угодно, и это была бы смерть. Мне повезло, что оно попало именно вот так, он такой маленький, но абсолютно непонятно и по сей день. То есть у меня уже много врачей разных, 4 разных врача приезжали, делали мне УЗИ вен, анализы крови мне уже больше 10 штук сделали. Никто не может понять, почему. и Потому откуда. потому что перед операцией мы сделали все анализы, Миша был полностью здоров, все показатели были полностью отличные у него, все супер. В основном, когда начинаются тромбы, они начинаются с ног, потому что там плохое кровотечение, как я понимаю, маленькие вены, и оттуда оно, если отрывается, в основном летит. Но ему проверили куча раз, разные врачи, потому что мы подняли кипиш во всем Киеве, сказали, что нет, отличные ноги, Сразу все отправляли, отлично. Кроме этой клиники, Лера была в слезах, в панике, плюс тут ребята, друзья, поприезжали. Сразу начали отправлять анализы и КТ по разным клиникам, разным врачам. Но все мнения сошлись, то есть сказали, Сошлись в том, что не понимают, откуда оно появилось. если у нас есть врачи, у него диагноз ТЭЛА, это тромбоэмболия легочной артерии или инфаркт легкого, это еще называют, вот. ТЭЛА. В общем, если врачи есть, их Ну, кто короче говоря, разбирается. вот такое вот образование, и меня положили сразу в реанимацию, но у меня нет селезенки. Тут единственная и основная задача Разжижить тромб. разжижить этот тромб, то есть нужно разжижить кровь. А когда нет селезенки, нельзя сильно разжижать кровь, потому что может открыться кровотечение. И это такая двойная задача.
И вот мне медленно начали всю ночь вводить разжижатели какие-то крови, разные препараты, брать у меня каждые 4 часа анализ крови, смотреть все показатели, как он в динамике. Не образовались, все переживали, чтобы не образовался новый тромб Образовались новые тромбы, да. и не полетели в сердце или в мозг. Ну, можешь сесть нормально, а не снимать? Мне не нравится, что ты снимаешь. Я переживаю сильно. Ты переживала опять сильно. И еще вот такая вот у нас палата. Показывать палату. Да, можешь делать рум-турчик, вот, повернись назад, сзади. Вот такая вот у нас палата. Вот такое вот раскладное кресло. Оно стояло здесь, я его разложила и поближе к мальчику. Мое солнышко от меня не уезжает, Лера со мной здесь живет круглосуточно, полностью мне все помогает. Все Слежу за ним. Да, каждый раз, как только я повернусь ночью, она резко подрывается, сразу встает, все в порядке. А я каждые минут 15 просыпаюсь, потому что мне неудобно, я не могу лежа прям лежать, потому что я не должен дотрагиваться. То есть я лежу, голова немножко в воздухе, оно не совсем удобно. И Лера каждый раз подрывается, переживает, плакает. В общем, заботится обо мне полным ходом. Смотрим, Вот. он меня еще спасает «Полиция Парадайз» мультик. Да, вот такой вот у нас тут телевизор. Уже был неоднократный опыт, когда я был в реанимации, мне удаляли селезенку, до этого было у меня 3 тяжелых сотрясения мозга, плюс у меня больше 20 переломов. Короче, в реанимации я был. Эта реанимация объективно, хоть и не хотелось бы такие вообще кичиться такими знаниями, но эта реанимация самая лучшая. То есть я лежу в реанимации, прямо напротив меня окошко, и врачи круглосуточно, то есть всю ночь я лежу, они всю ночь на меня смотрят. То есть не где-то в коридоре, то есть у меня это такой опыт впервые, потому что всегда надо было еще и в реанимации кричать, докричаться. Сейчас у меня даже и в этой палате, понятно, тут и... где она? Вон он, возле подушечки. Вот, тут есть и вызовы сразу медсестры моментально через минут, ну, через секунды, через пару секунд сразу залетает медсестричка. И тут я, конечно, могу баловаться. А у Леры твердое кресло. Вот что кресло у меня твердое. Примерно вот такая вот у меня пижама. Конечно же, я крашусь, потому что муж должен на меня смотреть красивую. На полу лежит еда, сейчас кушать еще не хочется. Да. Вот такой вот у нас тут такой туалет свой личный. Вот. В общем, эта больница стоит примерно так же, как мы ездили с Мишей в Буковель на свою годовщину отдыхать. Это у нас ужин пришел. Ой, оп. Вот так вот. Кашка, котлетка. Вот. Но Миша не жалуется, говорит вкусно. Нет, Лера, конечно, вкуснее готовит. Да, в первый день мы вообще смеялись, когда его еще только-только перевели. Я его с дома, когда он был в реанимации, мне не разрешили быть в реанимации. Это единственный день, когда я поехала ночевать домой. Ну как ночевать? Не спала, но мне не разрешили быть в реанимации. На следующий день его уже перевели в палату, я ему привезла покушать гречку. Ну, Миша вставит видео, в общем. О, как я люблю смотреть, когда Миша кушает. Это хороший знак, что он скоро поправится. Поэтому все налайкайте, залайкайте, поддержим Мишу. Вот в такое приспособление я писаю. Твой бы писунчик, конечно, бы утонул бы в этом шланге. Но она очень вроде бы удобная. Ты вот так вот берешь, Валерия продемонстрирует. Вот так вот оп, вот так вот оп, Да, именно так. оп, оп. Мы поднимаем Мише настроение. Надо нас хейтить в комментариях. Мы поднимаем, потому что надо... Да. У Миши выходит с головы физраствор и сочится кровка. Так на подушечке. И вот тут вот. Блин. Моя булочка. Сладкий котик. Вот так вот мы везем нашего Михаила на мойку головы, чтобы все его волосы прижились. Ну из-за вот такой вот ситуации, поэтому передвигаемся мы пока что вот так вот. Мойка самообслуживания? Нет. Вот так вот. Любимый кум приехал навестить. Будет очень медленно вам это делать. Сначала нанес, 20 минут еще жду. Да, нанесли спрей, ждете 20 минут, смываете его А спрей только по передней зоне или... по передней, по зоне пересадки. Для того, чтобы немножко приподнять кусочек кожи, с которого течет кровь, вот с этого отверстия, чтобы немножечко закрыть ее. Это обычный физраствор, там нет никакого лекарства. Ну, оно же и так кровило. Пусть Даша говорит, оно что тоже же заживет, как и остальные дырки. Еще такая ирония в ситуации, что единственные противопоказания после пересадки волос — это нельзя разжижать кровь, потому что
графы, волосинки могут не прижиться. И мы единственное, чем занимаемся, это разжижаем кровь. В общем, мне начали вводить вену, колоть в живот, тоже для разжижения крови. Первые денечки, понятно, это все очень волнительно, переживательно. Я не снимал никакие видео, потому что... Это не просто волнительно, это был просто Очень ужас, потому что страшно. тебе, когда говорят, что самой лучшей бусинки оторвался тромб, он не может дышать, это не передать, как это было страшно. Тромбик находится в очень тяжелом месте для легкого, что будем стараться. Сейчас хорошая положительная динамика, чтобы он рассосался, но может не рассосаться, и тогда маленький кусочек легкого отмирает. Но динамика идет хорошая, надеюсь, все получится, чтобы он рассосался. Мне на протяжении еще следующих 3 месяцев нужно принимать препараты для разжижения крови, соответственно, нельзя никаких физических нагрузок, сауны, спа, спортзалы. Ну, слава богу, живы. Теперь буду под более тщательным наблюдением. И да, и по сей день никакой врач не может понять, как это возможно. То есть это был не старый тромб. Он образовался во время операции и оторвался во время операции. Пересадки такого у ребят Никогда не бывает. Никого не было. Даже в соседней палате лежал мужчина, он плакал, кричал. Я терпел, мне было больненько, но терпел. Он в конце операции встал и спокойно ушел, а меня увезли в реанимацию. То есть это вообще мое индивидуальная его реакция. То есть от пересадок такого не бывает. Да, мы много у кого Вся постарше. операция прошла хорошо, все прошло успешно. Волосы сделали все очень красиво, четко. У меня большая донорская зона, аж 4600 графов. Ну, волосинок сделали. То есть вот все прошло круто. То есть насколько с позиции врачей, все, что они делали, все было шикарно, и вся операция прошла хорошо. Но вот реакция на откуда образовался и как так получилось тромбик, непонятно. Это, конечно, очень усугубило всю ситуацию. Но при этом сейчас заживление волос, при том, что мы хоть и разжижаем, все равно все идет хорошо. Вспомнила о том, что нужно видео снять, поделиться. Вот. Почувствовал, что выживаю, поэтому расскажу вам. Есть смысл рассказать. И положение, если у тебя голова прокинута назад, то отек идет больше назад, как у меня и сейчас. Если тебе будет видно, Зай, у меня сзади там такая голова теме большая. Ну, я бы Вопрос не сказала видно? бы. Нет, оно уже сейчас сошло, уже не так. Если что, вот видите, вот эта вот часть, это откуда у него позабирали волосики. А вот на макушку немножко. Вот. И впереди. Самая активная, это вот, конечно, передняя часть. Ну а если бы я не лежал, а ходил, вот, допустим, сегодня я сейчас немножко начал сидеть и ходить, и видите, у меня она начала опускаться у меня по бокам. Харя стала такая здоровая. Начала вот из-за того, что я на левом боку, из-за того, что у меня на правом легком тромбик, сказали, желательно на нем меньше лежать, я больше поворачивался на левый бочок, и у меня отек пошел вот сюда на глазик опускаться, вот сюда сейчас начал чуть вниз. Короче, отеки бывают очень разные. Я вам сейчас вставлю тут парочку примеров, и это нормально. То есть после пересадки на 3-е сутки начинается отек, и в течение недели проходит, что он может прям глаза у вас закрыть, прям такая огромная голова, как груша быть. Но это нормально, это просто физраствор, он уходит. То есть это не болючее, просто стрёмно визуально со стороны. Майки не может понять. И Лекси не может понять, что это папа тут делает, чем это папа тут дышит. Да, Майки? Майки так переживает, так внимательно смотрит, говорит, папочка, выздоравливай, что с тобой такое? Именно такими глазками, так именно переживательно. Такие именно малыши-карандаши, такие не могут понять, что такое. Выздоровеет папочка скоро. Роки, вот так вот вообще, именно наглёж. Именно наглёж такое происходит. Что происходит?